Всем привет, друзья! Сегодня у нас на канале 8-я серия, и она пойдет о том, как мы делали кладку газосиликатного блока, выполняли армировку данного блока и делали заливку армопояса. Если вы не смотрели предыдущую серию, обязательно рекомендую вам ее посмотреть. Там мы заливали черновой пол и выполняли подпорную стенку между нашим участком и соседским. Черновой пол был уже позади, и нам нужно было расставить газосиликатный блок по нашей площадке. Но кто помнит, в 7-й серии у нас была набита большая куча чернозема, который нам немного мешал, и его нужно было растянуть по всему участку, так как манипулятор полностью бы не подошел к нашему фундаменту. Так скажем, на нашем участке был творческий беспорядок, который нужно было немного прибрать. В очередной раз нам понадобился бобкэт. Даже задумался, пора, наверное, свой покупать, слишком часто вызываемых к себе на объект. В этот раз нам опять повезло, и приехал отличный парень, который смог распланировать наш участок. С юмором у него все в порядке. Когда мы с ним знакомились, он сказал: «Меня зовут Серега Алкаш». Я понял, что отличный парень, мы с ним сработаемся. Для начала мы подровняли ту кучу, которая была у нас собрана еще с прошлого раза. Тут я смекнул. Думаю, нужно звонить человеку на КамАЗе, чтобы вывести остатки мусора, который скопился у нас на участке. Вроде бы куча была небольшая, но получилось по итогу набить полный большой КамАЗ, за который мы отдали 5500 рублей. Отпустив КамАЗ, мы приступили к последующей планировке. Планировать оставалось немного, всего лишь одна куча с грунтом. Но и также решили навести порядок на всей строительной площадке, подобрали в некоторых местах глину и подвинули песок, который был привезен нам для чернового пола. Отработав полных 3 часа, мы оплатили за наш бобкет 9000. Обычно за такую работу берут десятку, но у нас удалось выиграть эту 1000 рублей. А вот и тот комментарий, который выиграл 1000 рублей. Автор, свяжитесь со мной, и я отправлю вам наш бонус. Ну что, участок разровняли, и мы приступили к приемке газосиликатного блока. Хорошо заказали его еще в начале недели, после того, как залили наш черновой пол. На КамАЗе с японской стрелой приехал наш старый знакомый, который привез нам 8 пачек блока по 2,16 кубов каждой пачки. Блок заказывали с завода ГРАС. Как рассказал мне водитель манипулятора, очереди сейчас бешеные, и люди стоят просто часами, чтобы просто загрузиться данным блоком. Большой манипулятор мы отдали 9000 рублей. Поэтому, не теряя лишнего времени, мы позвонили еще одной машине и заказали, чтобы нам привезли еще 8 пачек. Так как по моим расчетам на дом выходила 21 пачка блока. Но большую машину у нас не удалось найти, пришлось довольствоваться малой. Возили 2 раза, но по 4 пачки. За доставку 2 маленьких машин мы также отдали 9000 рублей. Расставив все по нашей строительной площадке, мы поехали в магазин Leroy Merlin. Мы приобрели клей благодаря нашему товарищу Юре, который помог нам выписать его быстро и сделал еще небольшой дисконт, за что ему от нас отдельное спасибо. Целый палет клея обошелся нам в 14280 рублей. Загрузив смесь в газель, мы на всех парах рванули на объект, чтобы ребята могли приступить к кладке нашего газосиликатного блока, который мы привезли ранее. Так как первый ряд мы укладывали на цементно-песчаную смесь, нам понадобился также цемент, который мы приобрели на соседней базе и обошелся нам в 4665 рублей. Мы решили также выполнить армировку блока, как рекомендует завод. Для этого мы отправились на металлбазу, где приобрели арматуру для наших перемычек, армопояса и армировки нашего блока. Для армировки блока была выбрана арматура 8 диаметра. 12-ю арматуру мы применили для изготовления перемычек, а из 8 и 6 арматуры мы сделали армопояс. На арматуру мы потратили 12400 рублей. Доставка этой арматуры обошлась нам еще в 2000 рублей. Давайте по порядку расскажу, как мы выполняли армировку блока. После укладки первого ряда блока мы отметили место, где будет выбран блок для того, чтобы погрузить арматуру в раствор. Для штрабления блока мы использовали болгарку с алмазным диском. Размер штробы мы сделали 3 см на 3 см. Но, прочитав комментарии, многие меня захейтили. Сказали, что штроба должна быть 5 см на 5 см, если заделывается это раствором, и 2,5 см на 2,5 см, если заделываем клеем. И тут у меня появился вопрос.
А что если не погружать арматуру в раствор, а просто замазать ее, как в нашем ролике, предварительно с помощью щетки, убрав весь мусор из штров? Что может поменяться от этого? Ведь это всего лишь рекомендация. Кто знает ответ на этот вопрос, напишите в комментарии, буду вам очень признателен. Армирование выполняли первый ряд и каждые 3 ряда последующих. В промежутках между кладкой и армированием мы отправились на соседний объект забрать опалубку для перемычек. Доску из-под опалубки мы также использовали в качестве лесов, что по мне отличное решение. Но хотя многие меня также ругают в комментариях и пишут, что это небезопасно, но таким методом мы построили уже не один дом, и слава богу, ничего плохого не произошло. По мне самое главное оставаться трезвым и подходить к работе с умом. Но, как говорится, никто технику безопасности не отменял. Поэтому лучше пользоваться хорошими лесами. Конструкцию из деревянных лесов осуждаю, не поддерживаю. Но продолжаем строить по старинке. Шел этап заливки бетонных перемычек. Взяв в руки калькулятор, я понял, что лучше залить с бетонного миксера, нежели мешать раствор вручную. Так и марка будет хорошая, и ребята не сильно устанут. Поэтому прибегли к помощи небольшого миксера, который привез нам бетон марки М250. И отдали мы за него 12 500 рублей. На прием бетона у нас ушло порядка 40 минут времени. И дополнительных денег за простой с нас не взяли. Вот вам и отличное решение. Если соберетесь заливать перемычки, можно сэкономить не только деньги, но и время. Для перемычек мы также приобрели 3 металлических ведра, утеплитель и грибки для него. На эту мелочь мы потратили 3858 рублей. Бетонные перемычки были выполнены, а блок для завершения нашей кладки подошел к концу. И нам понадобилась еще одна машина блока, которая смогла бы перекинуть через 2 метра высоты стен и расставить блок по площадке. Тут нам подвернулся один манипулятор. Он был такой же на базе КамАЗа, но стрела была у него просто огромная. А за доставку блока он взял всего 10 000 рублей. После чего я пришел к отличному мнению и вам рекомендую. Лучше брать манипулятор с большой стрелой, чтобы можно было расставить блок по всей площадке и будет удобно работать рабочим, и переплата составит всего 1000 рублей. На масштабе стройки это небольшие деньги, а так вы сможете выиграть время, облегчить работу своим рабочим. Они вам еще спасибо потом скажут. Газосиликатный блок был успешно расставлен по всей нашей площадке, и мы приступили к завершению наших финальных рядов. Рядов у нас по итогу получилось 12, и высота дома составила 3 метра 15 сантиметров, это с учетом армпояса. Газосиликатный блок габаритными размерами 25, 30, 60 мы потратили 292 100 рублей. Вязание арматуры и сборка опалубки нашего армпояса заняла у нас 2 дня. Бетон для армпояса также было решено принять с миксера. Так обойдется дешевле, и еще плюсом качество бетона будет на высоте. Посчитав, что 3,5 куба заливать лучше будет вручную, насос решили не приглашать, тем самым сэкономили 18 000 рублей. Заказывая бетон, я предупредил, что миксеру придется стоять возможно час, а даже 1,5. На что мне ответили, что вопросов никаких нет, придется просто доплатить немного за простой. Бетон я заказывал с небольшим запасом, чтобы если что-то останется, мы сможем залить столбы под забор, предварительно пробурив лунки под наши будущие столбы. Так скажем, еще один совет: чтобы не выкидывать данный бетон на землю, его можно будет применить по назначению, заливая столб. Бетон заказали 250 марки на 7:30 утра, дабы по холодку быстренько залить наш армопояс и разбежаться кто куда. Для удобства заливки армпояса мы привезли строительные леса и также заказали еще 2 куба доски, которую применим на потолочные лаги, а в момент заливки использовали как настил. Доска с доставкой нам обошлась 43 000 рублей, а миксер с бетоном вышел нам в 21 450 рублей. И за 2 часа простой техники мы отдали еще 5000 рублей, что по мне вполне оправданные деньги. К окончанию заливки армпояса у нас осталось еще 2 ванны раствора, которые мы применили для заливки столбов. За 4 столба
размерами 60 на 40 мы отдали 2664 рубля. Шпилька для армопояса обошлась нам в 1882 рубля. Ее мы выбрали 10 диаметра, ее должно хватить, чтобы закрепить мой эрлат. Что касается работы, заливка армопояса нам обошлась в 94 500 рублей. За бетонные перемычки мы отдали 34 500 рублей. Окладка газосиликатного блока обошлась нам в 180 900 рублей. За армировку блока отдали еще 15 тысяч рублей. Ну что, самое время подводить итоги. В 7 серии затраты на дом обошлись нам в 1 203 599 рублей. 8 серия обошлась нам в 783 199 рублей. Еще один этап позади, и по итогу 1 986 798 рублей было потрачено нами. Дальше по плану у нас дособирать перегородки, которые не выполнили в этой серии, и начать сборку крыши, параллельно заказав пластиковые окна и дверь. Ну что, 8 серия подошла к концу. Кто до сих пор не подписался, подписывайтесь, делитесь данным роликом и не забывайте оставлять комментарии. Ну и по традиции за самый креативный комментарий от меня будет 1000 рублей подарок. Ключевое слово для комментария будет железобетон. Ну что, подписчики, действуйте. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на канале. Все, пока.